Голод. Автор Тон-Тон, читает Кэт Вилд. Метроном дробно отстукивает такты у Сакджина в голове. Голова болит. То ли из-за бесконечного отсчета ток-ток-ток, мать его, то ли из-за раздражения, клокочущего внутри. Сакджин заходит в кофейню за 20 минут до начала работы, что тоже не прибавляет настроения. Он терпеть не может опаздывать, но именно этим сейчас и занимается. Девушка на кассе расплывается в дежурной улыбке, чуть более радушной и заискивающей, чем того требуют правила. Ну, конечно, злобно фиксирует кипящий мозг. Красавчик в дорогом костюме, явно неплохая партия. Как же раздражает. Сакджин щелкает по столу пальцами, в такт метроному и просит: «Детка, немного быстрее, я очень опаздываю». Намджун ухмыляется и поигрывает бровями. «Детка, серьезно?» Сакджин морщится, отворачивается к окну. За окном сырая промозглая зима, хлюпающая лужами, забирающаяся противной моросью под теплое пальто. Ни намека на просветление и покой. Сакджин не любит дождь. И у него достаточно причин, чтобы от всей души ненавидеть сегодняшний дурацкий день. И еще 15 дней до. Потому что именно тогда в его жизни появился Намджун. Намджун, ломающий кофеварки. И с этим можно было бы как-то жить и смириться, если бы не несколько пунктов. Сакджин скользит по Намджуну взглядом и натыкается на привычную теплую улыбку. Пункт 1. Намджун постоянно бодр и свеж. Для Сакджина, ежедневно разбивающегося о работу и чудом собирающееся в одно, заклеенное скотчем целое, по пути домой, это качество мерзко-примерское. Сакджину нравится Намджунова улыбка. Но это не пункт 2. Это досадное недоразумение. Сакджину нравятся Намджунова глаза, родинки, проколотые уши, выбеленные волосы, выбритые виски. И это тоже не пункт 2. Пункт 2. Намджун ломает кофеварки специально. Кофеварки, кофемашины, автоматы, продающие кофе. В тот единственный раз, когда Сакджин от отчаяния попытался сварить кофе в турке, вышла из строя плита. Эта необоснованная жестокость сводит Сакджина с ума. Особенно утром. «Отвернись», — просит он. «Правда, видеть тебя не могу». «Можешь», — улыбается Намджун. «Видишь же». У Намджуна все просто. У него нет никаких пунктов, никаких «но». Намджун мудрый, как столетняя черепаха, и не разменивается на всякие мелочи вроде плохого сакджинового настроения или постоянных поломок. Намджуну от них явно весело. «Отвернись, блин, пожалуйста», — снова требует Сакджин. Девочка за кассой смотрит на него непонимающе, почти обижена. Действительно, она всего лишь протирала стаканы. Зачем так орать? Сакджин успокаивающе улыбается и машет ей рукой. «Не с тобой разговариваю, выдохни». Пункт 3, самый мерзкий. Сакджин в кофейне единственный посетитель. Намджуна нет. Вот уже 15 дней. Ток-ток-ток. 15 дней щелкает в Сакджиновой голове метроном. «Пойдем со мной на свидание». 15 дней, повторяет Намджун без перерывов на сон и еду. Намджуну не нужно есть и спать, он мертвый. Намджун не хочет ничего, кроме... «Сходи со мной на свидание», — просит Намджун. «Нет», — привычно отзывается Сакджин. У девочки за стойкой что-то громко хлопает, трещит. Она тонко взвизгивает, испугавшись. Сакджин закрывает глаза и представляет море. Море заперто в его голове, как в аквариуме. Оно перекатывается от стенки к стенке и почти не пропускает звуки извне. Сакджин сквозь плеск волн слышит едва различимое Намджунова. Упс. Намджун делает это специально. Каждый раз. «Извините»,
пробивается до Сокджина сквозь крики, запертых в аквариуме вместе с морем чаек. «У нас сломалась кофемашина. Может, закажете что-то еще?» До начала рабочего дня остаются считанные минуты. До Сокджиновой истерики часы. Он сжимает кулаки, метроном в голове отстукивает секунды. Ток-ток-ток. «У тебя спросили, будешь ли ты что-нибудь еще?» — напоминает Намджун. «Извини за кофемашину». Сокджин бы его убил, но Намджун уже мертвый. Безвыходная ситуация. Молочный коктейль — отвратное пойло. Сокджин морщится еще несколько раз, прежде чем окончательно признать поражение и выкинуть недопитую розовую бурду в ближайшую мусорку. Из бумажного стаканчика на прощение доносится тонкий аромат давно забытого детства. «Плохая замена кофе, да?» — с сочувствием уточняет Намджун. Сокджин придавливает его тяжелым взглядом и пожимает плечами. «Все, кроме кофе. Все, кроме кофе, плохая замена кофе». Непреложная истина. Если подумать, Сокджин совершенно ничего не имеет против коктейлей, чаев и вообще любых жидкостей. Но если он хочет кофе, ему нужен кофе. А благодаря Намджуну возможность получить желаемое стремительно приближается к нулю. «Прости, правда», — улыбается Намджун. «Когда ракета лифта возносит их к офису Сокджина?» «Я не специально, а оно само». «Ага», — соглашается Сокджин. «И вовсе не потому, что я отказываюсь от свидания». «Абсолютно не поэтому», — уверенно кивает Намджун. «Я не буду мстить тебе за то, что ты задница». Сокджин тяжело вздыхает, вешает пальто в шкаф и падает в любимое кресло. Монитор загорается приветствием. Сокджин не задница. У него есть свои причины для отказа. Следующий пункт, например. Пункт 4. Намджун Сокджуну нравится. Очень. А когда тебе нравится кто-то бесповоротно мертвый, и это накладывает отпечаток на поведение и на психику. Если опираться на фильмы и книги про призраков, то Намджунова тяга к свиданию вполне себе подходит под правила о незаконченных делах. Если Сокджин все-таки согласится... Он искоса поглядывает на Намджуна, развалившегося в кресле для посетителей. У Намджуна длинные красивые пальцы. Сокджин почти уверен, что если сжать их в ладони, они окажутся холодными. Мертвецки холодными. А если прижать ухо к груди, то ничего, кроме тишины, не услышишь. А если сходить с ним на свидание, он пропадет. Сокджин пропадет тоже, только по-своему. Он ненавидит пропадать, и иногда Намджуна. Какого хрена ему вообще вдруг понадобилось в Сокджиновой жизни? «Какого хрена?» — хрипло спрашивает вслух Сокджин. «Слышишь? Какого хрена тебе надо?» Секретарша, появляющаяся на пороге, замирает и судорожно анализирует ситуацию. На ее лице медленно, как слайды презентации, одна эмоция сменяет другую. Сомнение, удивление, обида. Очень многие в последнее время на Сокджина обижаются. Неосторожно брошенный Намджуну «отвали» оборачивается расстройствами и претензиями. Сокджинова мама не разговаривает с ним уже 5 дней. 5 из тех 15, что Намджун меняет Сокджинову жизнь к худшему. Сокджин натянуто улыбается секретарше и просит кофе. «Нет, серьезно?» — поднимает голову Намджун. «В чем проблема со свиданием?» Проблема у Сокджина одна. Сам Намджун. Все остальное такая фигня. «Ты мертвый», — напоминает Сокджин. «А ты задница», — широко улыбается Намджун. «Но это же не помех свиданию». «Это нет. И Сокджин не задница». «Я не задница», — озвучивает он, открывая папку с отчетом за прошлый месяц. Ему бы сосредоточиться на работе, проверить все документы, созвониться с подрядчиками, договориться о сроках,
но Намджунова растрепанная белобрысая башка притягивает взгляд как магнитом. И мысли тоже притягивает. «Я не мертвый», — хмыкает Намджун. В очередной раз режет по больному. Сакджиново терпение потрескивает в такт метрономному. «Тебя никто, кроме меня, не видит, а меня видят все». «И это твое восприятие», — пожимает плечами Намджун. «Как думаешь, сколько реального вокруг тебя? Может быть, все, включая, кстати, не очень симпатичную секретаршу. Всего лишь плод твоего больного воображения. С моей точки зрения, например, они не более реальны, чем ты сам. Но, тем не менее, я хочу с тобой на свидание. А ты ломаешься из-за каких-то глупых надуманных причин». Сакджин слушает его, закрыв лицо руками, и думает о воде. Вода успокаивает. Поехать бы к морю, постоять на берегу, подумать. Если не свихнется в ближайшее время, обязательно съездит. Потому что ему нужно немного спокойствия, немного медитации, немного чего-нибудь, что не связано с симпатичными, но мертвыми придурками, затирающими одни реальности всего происходящего. Намджун хмыкает, а потом на секунду перемещается к Сакджину вплотную, из другого конца комнаты. Если он не призрак, а вокруг все не настоящие, то у Сакджина проблемы. Впрочем, если наоборот, тоже. «Расслабься», — просит Намджун. «Я же не отстану. Зачем так нервничать?» Логики никакой. Сакджин чувствует его дыхание на тыльной стороне своих ладоней и отказывается понимать, что происходит. Мертвые люди не дышат. Намджуну кажется, об этом не сказали. Сакджин много думает. В последнее время больше, чем обычно. Впрочем, не то, чтобы у него обычно в голове пустота, просто спектр тем для размышлений не такой широкий. Сейчас Сакджин думает о многом сразу. О том, например, что Намджуну нужно именно полноценное свидание. То есть он не может назвать свиданием их совместный поход в магазин. Просто потому, что это всего лишь поход в магазин. Потому что Сакджину нужно туда, а Намджуну нужно с Сакджином. Это же так весело пилить его без остановки. Пилить с таким упорством и расстановкой, что даже метроном в голове кажется не таким уж мерзким по сравнению с... Иногда это напоминает фильм ужасов. Например, когда ночью Сакджину не спится, а из темноты к его лицу тянется лицо Намджуна. Зрачки, похожие на черные дыры, видно даже в полумраке. А пухлые губы раскрываются, чтобы выпустить наружу хриплое. «Сходим на свидание». А когда Сакджин жмурится, когда рычит в бессильной злобе, когда накрывается с головой одеялом, Намджуново лицо растворяется в темноте с дурацким хохотом. Иногда Сакджину почти страшно. Это похоже на проклятие, на страшный сон, на что-то липкое и затягивающее, как лужа смолы. Секретарша возвращается в кабинет с непередаваемо грустным лицом, и Сакджин уже знает, что она скажет. «У нас сломалась кофеварка», — хмурит брови секретарша. «Не понимаю, и еще утром работала». Зато Сакджин прекрасно понимает. У Намджуна потрясающе выразительное лицо, и он им всем целиком улыбается. Улыбаются глаза, нос, щеки, ямочки на них, дурацкие уши с сережками. Все лицо разом становится хитрым и все понимающим. «Черт с ним!» — мотает головой Сакджин. «Мне все равно нужно на объект». На объекте шумно, много людей, скелет недостроенного здания выглядит зловеще на фоне сгущающихся на горизонте туч. Сакджину неуютно. Он просит у кого-то в яркой каске кофе, а ему отвечают, что до ближайшего автомата минут 20 быстрым шагом. У Сакджина нет 20 минут. В общем, нет ножек, нет конфетки. У Намджуна на лице крупными буквами выведено «Не судьба».
И к этой надписи очень хочется чем-нибудь приложиться. Кирпичом, например. Сакджин собирает документы, бродит по территории стройки шаг в шаг за специальным человеком и честно старается не отвлекаться на Намджуна. Намджун все равно отвлекает. Он ковыряется в стене, бросает весомое и загадочное, травмоопасно. Пялится в небо, будто оттуда вот-вот прилетит кусок арматуры. Намджун похож на недовольного клиента в этом своем дорогом пальто и кривит полные губы, когда человек в каске произносит обреченное: «Не успеваем». Сакджину в сущности плевать. Не он теряет деньги на просрочке, но за проект почему-то становится обидно. «Не расстраивайся», — хлопает его по плечу Намджун, когда они едут обратно в офис. В окна дробью отстукивает дождь, и свое это «не расстраивайся» Намджун может засунуть себе в задницу вместе с благожелательной улыбкой. От капель, стекающих по стеклу, невообразимо тоскливо. Сакджин останавливается на светофоре, не еле успевает проглотить вязкое «обними меня», прежде чем оно выберется из горла. Не надо лучше. Намджун смотрит так, будто все понимает. Все. Но предпочитает говорить на нейтральные темы. Например: «Давненько я не звал тебя на свидание». Сакджин позволяет себе на секунду представить последний ряд в кинотеатре. Пальцы, столкнувшиеся в ведре с попкорном, неловкий поцелуй и смех с экрана фоном. После Намджунову ладонь на своем колене в такси, тумбочку в прихожей, врезающуюся в поясницу, болезненный, но жутко возбуждающий укус в плечо, сваленное на пол одеяло. Всего на секунду. Светофор вспыхивает зеленым, Сакджин давит на газ. «Не хочу». Он прокручивает эти два слова в голове всю дорогу и абсолютно не понимает, почему от них так больно. Почему хочется остановить машину и все-таки обнять Намджуна? Почему каждое предложение сходить на свидание отдается эхом в растревоженном сердце? Это все нужно упорядочить, разворошить, разобрать, обдумать. Но Сакджин продолжает молчать, вглядываясь в дорогу перед собой. Намджун выкручивает звук на магнитоле, щелкает станциями, останавливаясь на незнакомый Сакджину. «Не слушай ни слова из того, что я говорю. Привет!» — бодро восклицает из динамиков. Все крики звучат одинаково. «Привет!» Намджун подпевает с легким акцентом, но так лихо и точно попадая в слова, будто знает песню наизусть. И почему-то совсем не раздражает. Хотя истина может быть разной, этот корабль доставит наши тела в целости и сохранности на берег. Сакджин подъезжает к дому, глушит двигатель и остается на месте. Магнитола захлебывается новой песней, смолкает, умерев. Метроном отстукивает в полной тишине, и все это похоже на старое черно-белое кино, тоскливое, с плохим концом. «Почему ты не хочешь со мной на свидание?» Вопрос так долго щекотал горло, что голос Сакджина звучит хрипло-тревожно. Намджун перестает улыбаться и поворачивается к нему, вглядываясь в глаза. Как будто надеется, что может прочитать там правильный ответ. «Ты мне нравишься», — пожимает он плечами. «А я тебе нравлюсь. Можешь даже не спорить. Свидание — это неизменный атрибут начала серьезных отношений». «Хочешь серьезные отношения?» — удивляется Сакджин. Намджун чешет затылок, приводя волосы в беспорядок. Двигается ближе, сжимая Сакджинову ладонь, и признается. «Хочу. А ты?» 15 дней назад Намджун ворвался в упорядоченную Сакджинову жизнь инфернальным ураганом. Сломал кофеварку, надымил на кухне, предложил выпить и сходить на свидание. Потом еще раз. И еще. Одни сплошные предложения. И поломки. Заполнил ими все время, все пространство, стер Сакджинову память. Что было до Намджуна,
до кофеиновой ломки и до чертова метронома, неизвестно. Скрыто в тумане. Сакджин помнит только Намджуна, видит только его. Его так много, что надо бы начать задыхаться. Но Намджун не ядовитый газ, он воздух. Им надо дышать. Сакджин не задает вопросов. Не задается вопросами. Почему Намджун мертвый? Почему он пришел именно к нему? Это все абсолютно неважно, пока Намджун рядом. В первый и последний раз, когда Сакджин все-таки спросил неуверенное, спровоцированное стаканом виски: «Как ты умер?» Намджун разулыбался и предложил: «Сходим на свидание, и я тебе все расскажу». Сакджин жмурится до белых пятен, вслушивается в клёкот дождя за стеклом, щелканье метронома, дышит ровно, глубоко. Свидание, отношения. Чего хочет Сакджин? Сакджин хочет кофе. Я хочу кофе. Лицо Намджуна сминается, покрывается обидой и разочарованием, словно сетью трещин. А потом снова возвращается к изначальному виду, улыбчивому, всепоглощающему, будто бы Намджун чертов святой с иконы. «Не надо кофе, Сакджина», — просит он шепотом. Сакджин чувствует тепло его ладони, дыхание, оседающее на щеке. Намджун как будто совсем живой, как будто все в порядке, как будто долбанная вселенная не сошла с ума и все абсолютно нормально. «Пожалуйста», — улыбается мягко Намджун. Машина напоминает Сакджину плотный кокон. Звуки извне ломятся во все щели, но не могут до них добраться, смешиваясь с шелестом дождя. Стекла мутные, размытые от потоков воды. Это странная зима, какая-то не зима вовсе. Это странная жизнь, не жизнь, а плохо написанный сценарий. Он целует Намджуна первым, всего на сантиметр пододвинувшись вперед. Этого сантиметра хватает, чтобы Сакджиновы губы дотронулись до Намджуновых, тут же распахнувшихся навстречу. Сакджин закрывает глаза, опасаясь, что не почувствует ничего. Пройдет сквозь, как в дурацких фильмах. Но губы у Намджуна теплые, а язык, скользнувший в Сакджинов рот, и вовсе горячий настолько, что Сакджин вздрагивает. Не отстраняется. Мешает Намджунова рука на затылке, но открывает удивленно глаза. Намджуновы зрачки бездны. Затягивают, гипнотизируют, разорвать контакт невозможно. Его пальцы сжимают Сакджинова колено сквозь ткань джинсов. Поднимаются вверх по бедру украдкой, нерешительно, готовые в любую секунду убраться по добру, по здорову. Все это настоящее. Намджун настоящий, живой. Его руки теплые, осторожные, а ноги подкашиваются, когда они плетутся к дому. Он по-настоящему, как все живые люди, матерится, споткнувшись о порог, и тут же снова сжимает Сакджина в объятиях, опаляет поцелуем шею. Эта мысль о том, что Намджун настоящий, пульсирует у Сакджина в голове, отдается ломотой в висках, перебивая стук метронома. Его никто, кроме Сакджина, не видит. Он иногда не отражается в зеркалах. Только иногда. Но очень страшно. Ломает вещи, даже не дотрагиваясь до них. Но Сакджин чувствует его, ощущает его присутствие. Для Сакджина он реальнее всех, кто ощущает его в течение дня. Реальнее чем? Господи, как же хочется кофе. Свидание. Жарко шепчет Намджун ему в висок, опрокидывая на кровать. Пойдем на свидание. Сакджину ужасно страшно. Теория о незаконченных делах все еще маячит на границе сознания. Но это ведь уже надо чем-то заканчивать. Надо что-то со всем этим делать. Сакджин шагнул уже так далеко за линию невозврата, что теперь можно только вперед. «Пойдем», — соглашается он. Все-таки, если Намджун и пропадет, то это будет уже после свидания. А значит, у Сакджина есть еще какое-то время. Хотя бы немного.
Хотя бы на то, чтобы поцеловать его еще раз. На память. На то, чтобы утром снова испугаться от того, как хищно улыбается нависающий над кроватью Намджун. Чтобы разозлиться за сломанную кофеварку. Чтобы... Сакджин вздрагивает и застывает. Зудящая где-то в отдалении мысль становится вдруг четкой и яркой. В комнате тихо. Метроном молчит. Он цепляется за Намджуна, успевшего скинуть рубашку, впивается пальцами в его плечи и чувствует, как растворяется Намджунова кожа, становясь прозрачной. «Да ну нет же!» — шепчет Сакджин потрясенно. И свет гаснет. Противный писк забирается в уши, оттуда прямо в мозг. Сакджин морщится, не открывая глаз. На закрытые веки давит ослепительно белый свет. Вместо Намджуна отправился в лучший мир он сам? Намджун. Сакджин стонет до скрипа, сжимая зубы, пытается повернуть голову. Не получается. Руки, придавленные к кровати собственной неподъемной тяжестью, ощущаются чем-то инородным, чужим. Сакджин шевелит слабыми, будто распухшими пальцами и все-таки открывает глаза. Свет взрезает их, словно острейший скальпель. Больно. Сквозь набежавшие слезы Сакджин умудряется разглядеть лампу, встроенную в белоснежный потолок. Часть тяжелого увесистого карниза. Противный писк не смолкает ни на секунду. Сакджин приподнимает голову и врезается взглядом в белобрысую макушку. Намджунова рука сжимает его собственную, все еще словно чужую. Намджун спит, сидя у кровати на низкой больничной табуретке. Намджун. Сакджин знакомится с ним на выходе из кофейни. У Намджуна дурацкие оттопыренные кепкой уши, проколотые в 3 местах. Совершенно нелепая розовая куртка и бесконечно удивленное лицо с огромными глазами. Такое лицо бывает у людей, случайно толкнувших других людей дверью и уронивших на них их же кофе. Сакджин разглядывает кремовое пятно, расплывающееся по бежевому пальто, и воспринимает катастрофу на удивление спокойно. Такой пасмурный, мерзкий день просто не мог начаться чем-нибудь еще. Сакджину страшно хочется кофе, но слизывать его собственной одежды как-то не гигиенично. «Блин, прости, пожалуйста», — стонет Намджун, имени которого на тот момент Сакджин еще не знает. Но уже догадывается, что на опрокинутом кофе знакомство не закончится. Пустой стаканчик откатывается в сторону и замирает у крыльца кофейни. Сакджин подбирает его молча, не глядя на виновника аварии, выкидывает мусорку и оглядывается на дверь, решая очень важный вопрос – бежать на работу и не опоздать или все-таки закрыть кофейный Гельштадт, нарушив собственные правила. Кофе хочется больше, чем оставаться верным себе. «Давай я куплю тебе другой», — предлагает Намджун и представляется. «Ким Намджун». Сакджину абсолютно плевать, как зовут рукожопого блондина, бьющего ни в чем не повинных людей дверями. Но 3 дня без сна и вынужденная голодовка делают свое черное дело. Сакджин неловко улыбается и кивает. Последние 2 ночи он отчаянно корпел над срочной документацией, стараясь успеть в срок, не отвлекаясь на еду, сон и кофе, что, к слову, вообще зверство. Намджун вгрызается в мягкий пахнущий корицей кекс, когда им приносят заказ, и обращается к нему не как посторонний человек, а как придурок, который дружит со всем, включая беспозвоночных и растения. «Я клип сегодня записываю», — говорит Намджун, пока Сакджин оглядывается в поисках своего нового кофе. «Метроном купил. Смотри, какой клевый». Сакджин скользит взглядом по коробке, по Намджуновым пальцам, скрывающим защитную упаковку, и пожимает плечами. Метроном и метроном. Совершенно неинтересно. Неинтересно и потом, когда метроном, водруженный на стол, начинает противно и монотонно щелкать.
Неинтересно, но раздражает. Официантка в идеально выглаженном переднике ставит перед ним кофе. Сакджин немного добреет, ненавидит окружающий мир чуть меньше, чем 5 минутами ранее. Намджун радостно прищелкивает языком, имитируя противный клёкот своего приобретения. Очень крутого. И внезапно, поднимая голову, предполагает: сходим на свидание. Сакджин вспоминает утро, свою белоснежную ванную, зеркало в ней. И абсолютно точно уверен, отражение не показывало на его лбу надпись «Гей в активном поиске». Намджун, видимо, умеет читать невидимые чернила. Ничего другого Сакджин предположить не в силах. С чего вдруг? Интересуется он, придвигая кофе поближе. Пахнет божественно. Ты мне нравишься, улыбается Намджун широко. Я нравлюсь тебе. Если не нравлюсь, то обязательно понравлюсь. Все просто. У него взгляд незамутненный и чистый, как у пухлощекого ребенка. Но в улыбке кроется что-то хитрое и лисье. Сакджину не хочется на свидание, зато хочется кофе. Ты завтракал? Продолжает улыбаться Намджун. Метроном тикает противно-противно. Завтракал. Кивает Сакджин и припоминает. Позавчера. Намджун давится своим кофе и глухо кашляет, хлопая себя по груди. Что насчет обеда? Примерно тогда же, уверенно отзывается Сакджин. Предвидя следующие вопросы, ужинал я тоже позавчера. У меня было много работы. У меня вообще много работы. Я не ем, не сплю, не хожу на свидания. Стаканчик с кофе приятно греет руку, но отпивать Сакджин почему-то не решается. В голове отвратительно пусто, а в голове застрял странный липкий комок, от которого тянет все внутренности разом. Впрочем, с таким образом жизни удивительно, что организм вообще функционирует. Намджун тянется своими длиннющими пальцами через стол и сжимает Сакджинову руку. Между его бровей пролегает сердитая складочка, а взгляд становится совсем как у Сакджиновой мамы, в те времена, когда он еще жил с ней и отчитывался за каждый пропущенный обед. Может, поесть тогда, а не кофе? Ты что-то имеешь против кофе? Морщится Сакджин, снова цепляясь взглядом за пятно на своем пальто. Я что-то имею против голодных обмороков и недосыпа. В тон отзывается Намджун и снова с упорством, достойным уважения, предлагает. Сходим на свидание. Можешь пропустить работу? Не успеваем. Всплывает в голове Сакджина вчерашние слова про араба с новой стройки. Пропустить работу — это значит подвести всех и продолбать сроки окончательно. Не Сакджину, конечно, выплачивать неустойку, но за репутацию фирмы обидно. Он мотает головой и тут же замирает, удивленно хлопая ресницами. С какой стати он вообще рассматривает как возможный вариант свидания с незнакомым парнем, испортившим его пальто? Да ладно тебе, подмигивает Намджун, продолжая сжимать его руку. Будет здорово. Сходим в кино, купим билеты на задний ряд, столкнемся пальцами в ведерке попкорна, потом сядем в такси. Я облапаю тебя за коленку. Поедем ко мне. Намджун, мягко зовет Сакджин. Чужое имя, на удивление, приятно ощущается на языке. Ты врежешься задницей в тумбочку в прихожей. Я укушу тебя за плечо. Потом мы, наконец, доберемся до кровати. Сакджин закатывает глаза и вздыхает. Почему он еще не встал и не ушел? Загадка века. Фоном играющая в кофейне музыка становится чуть громче. Сакджин отвлекается, вслушиваясь в текст. Английский никогда не был его сильной стороной, потому 80% слов слышится ему бессистемным набором звуков. Зато Намджун затыкается и заинтересованно поднимает голову, разглядывая колонку, из которой в них хлещет музыка. «Не слушай ни слова из того, что я говорю. Привет!» Подпевает Намджун. Все крики звучат одинаково. «Привет!» Люблю эту песню.
Неудивительно, думает Сакджин и подносит стаканчик с кофе к губам. Она до отвращения жизнерадостная. Он почти получает свою дозу кофеина, когда Намджун хватает его за руку, не позволяя отпить. Вредно кофе на голодный желудок. Давай лучше перекусим где-нибудь. Типа свидания, хмыкает Сакджин. Типа того. Расплывается в красивой улыбке Намджун. Нет, спасибо. Кофе горчит на языке, проваливается в желудок горячим ядром. Сакджин задыхается от ощущений, кривит губы, промокнув их салфеткой. Какой-то странный эффект. Я подожду, обещает Намджун. Пока ты не согласишься. Где ты работаешь? Сакджин морщится. В животе что-то скручивается и тянет. Наверное, стоит все-таки заказать в офис какой-нибудь еды. Он криво ухмыляется на Намджуново предложение и вспоминает свой загруженный график. До смерти ждать придется. Да я и мертвым от тебя не отстану. Отзеркаливает его ухмылку Намджун и машет официантке, прося счет. Сакджин допивает содержимое стакана в 2 глотка. Хлопает Намджуна по плечу и поднимается с высокого табурета, чтобы мешком свалиться на пол. Картинка перед глазами накренивается, переворачивается. Сакджин замечает под Намджуновым табуретом потерянную кем-то монетку. На свидание почему-то вдруг хочется очень. Кофе уже не хочется. «Скорую звони!» — кричит откуда-то сверху Намджун. Монотонно тикает метроном. Раздражает невероятно. Намджун вздрагивает и поднимает голову, когда Сакджин пытается вытащить свою руку из его ладони. Поднимает голову, сонно хлопает глазами, треплет торчащие во все стороны волосы. Его челка нависает над лбом, стремящимся ввысь утесом. Сакджин прыскает и предпринимает еще одну попытку извлечения затекших пальцев из стальной хватки. Намджун сжимает сильнее и мотает головой. Вот уж хрен. Я нес тебя до машины скорой помощи на руках. Имею право хоть вообще себе твои пальцы забрать. И добавляет, ухмыляясь. Ты, если интересно, вообще не пушинка. Я типа в кому впал? Переводит тему Сакджин, стараясь не представлять эту жуткую сцену. Он знает Намджуна всего ничего, но уже легко может вообразить, как тот пересчитал его головой и ногами все углы и стены, героически транспортируя в машину. Как бы не было еще и сотрясения. В кому? Грустно соглашается Намджун и опускает глаза. Сакджина, не знаю, как сказать. Сакджин чувствует, как холодом по затылку скоблит паникой. У него так много вариантов, но верить не хочется ни в один. Тебя не было с нами, хрипло начинает Намджун и выдыхает. Почти 30 лет. Прошла война. Северная Корея чуть не захватила нас. Больница сильно пострадала. Это чуть ли не последняя целая палата. Я все время был с тобой. Даже голову не мыл. Сакджин откидывается на подушке и закрывает лицо рукой. Господи, какой придурок! Со своими шуточками. Намджун беззвучно смеется, раздражая еще больше. Переутомление обычное, успокаивает он, отсмеявшись. Тебе просто надо было поспать и поесть нормально. Ну или вырубить и полежать под капельницей 1,5 дня. Как альтернатива. Ты же явно не ищешь легких путей. Сакджин улавливает в его голосе упрек, и почему-то вдруг становится стыдно. Последний раз ему было стыдно в школе, когда он завалил какой-то зачет и попал на пересдачу. А мама только улыбалась и успокаивала. Мол, все хорошо будет, Сакджин, ты справишься. Намджун смотрит примерно так же, только не улыбается. И сердится чуть больше, чем положено человеку, с которым они знакомы. Сколько? Считать ли те несуществующие 15 дней?
В голове полузабытыми воспоминаниями проносятся обрывки сна, местами смущая, местами раздражая. Что за дурдом? Сакджину надо встать сейчас. Надо пойти на работу, забыть обо всем об этом, доделать проект, поесть, окей. «Пока ты спал», — подает голос Намджон, — «я посмотрел все твои документы и знаю, как тебя зовут и где ты живешь. Вообще это нужно было врачам, так что можешь даже не пытаться убить меня взглядом». Сакджин отводит глаза и устало вздыхает. «Расслабься», — проносится в голове. «А я же не отстану. Зачем так нервничать?» Неожиданно накатывает ощущение сна. То самое осознание Намджунова несуществования. Резь в груди от этого сознания. «Намджун», — зовет Сакджин еле слышно. «Пойдем на свидание». Намджун неверяще округляет глаза, но тут же задумчиво переводит взгляд на стену. «Я даже не знаю. Надо подумать». «Только не в кино», — думает Сакджин, пытаясь дотянуться пальцами до Намджунова горла. «И без кофе. Чего-нибудь принципиально отличающегося. Может быть, пиво и домой?» Намджун гогочет, уворачиваясь. Медсестра, застывшая на пороге, смотрит на него осуждающе. Она смотрит на него. Она его видит. Это радует.